Всем привет! Добро пожаловать на нашу вечернюю, поздно ночную трансляцию, но, в общем, у нас сегодня идет день презентации, день инвесторов в компании Tesla. Собственно, я хотел бы его и посмотреть, и подумал, что мне его самому смотреть, если мы можем все вместе собраться и обсудить. Ну, может быть, у кого какие вопросы возникнут. Я думаю, всем было бы это достаточно интересно. Трансляция только-только начинается, но день уже у них идет с самого утра. По идее, это все займет 2,5 часа. Я вряд ли все это буду смотреть сегодня, потому что, ну, на самом деле поздновато. Уже часок-другой спать бы хотелось. Но этот часок-другой мы проведем вместе. Возможно, я после этого запишу еще короткую версию, но если она на канале не появилась, то мне было впадло, либо было не так много всего интересного. Ну а те, кто со мной этой ночью, присаживайся поудобнее, наливай чаек, погнали по презентации. Ну, вообще у нас сегодня инвесторский день, он только-только начинается. Они презентовали вот этот инвестиционный день 2 января, и сегодня у нас должна быть какие-то новые инновации. Лично я ожидаю, возможно, они нам презентуют кибертрак, ну, как они будут на нем ездить, да, Cybertruck. Я еще ожидаю ремодел 3, модели 3, ремодел модели Y. Возможно, они покажут новую платформу, на которой будут все делать. То есть они как бы вот эту базу собирают, и, возможно, они поменяют технологию. Возможно, еще они сразу презентуют нам с вами батареи новые, лаптоповские. Ну, посмотрим. Пока непонятно, что вообще там планируется в этом дне. Они презентовали новые фабрики, новую модель сборки уже в оффлайне, но в онлайне они нам обещали что-то показать. Вот пока мы ждем, пока у них тут какая-то Tesla Live Show, но пока ничего не происходит. Самое время пока что в чате налить чаек. Мне, кстати, тут чаек подогнали. Биологический йоги ти. Вот такой вот, не знаю, в общем, очень вкусный чай. Спасибо. Спасибо тем, кто подарил его. Неожиданно. Но, в общем, да. У меня теперь есть индийский чай. Так, ждем. Пока давайте чат почитаем. Давай, Илона, на превью. Да. Давай, Илон, жги. Спасибо. Кстати, теперь я уже понимаю твое имя, Гжегош. Я уже могу его прочитать. Бженчикевич. А? Теперь я уже знаю по-польски. Привет всем, привет, Ди, привет, Бди. Сразу лайк, спасибо. Гарного стріма, цікавенько. Матчу не пил? Пил. На самом деле, у меня был период, когда мы пили очень много матча, у нас были вот эти колобасы. В нем-то мы ее разбавляли и попивали. Было прикольно, но в какой-то момент надоело. Мне не нравится, когда это занимает очень долго процедуры приготовления чая. Это прям целая эпопея. А пьется матча очень-очень быстро. Привет. Привет, Винница. Привет. Що порадиш з ETF? VO? VO – это самый стандартный вариант. Ну и все. Ну, смотря что ты хочешь. Если ты хочешь... Ну, вообще, если именно ты просишь совета, значит, ты, скорее всего, новичок. Значит, VO является самым неплохим решением. Этот ETF уже себя показал. Поляков не питав, и як им легко читается. Не питав. Как-то не было такой идеи. Возможно, своего педагога спрошу. Слежу за твоим каналом, но на стриме впервые. Привет. Ну, вообще, на самом деле, у нас поздняя ночь. Я обычно в такое время не веду стримы. Обычно в это время нужно идти спать. Я раскинул ссылки друзьям, кто захотел прийти, но никто не захотел прийти. Все спят. Поэтому я один. Ривен сегодня на 18% вниз. Да? Надо посмотреть, сейчас посмотрю. Что-то Тесла долго. Я думал, она уже начнет. Чтобы не было такого, что мы еще полчаса будем ждать старта. Уже ночь. По идее, рынок закрылся, и по идее уже можно на самом деле начинать презентацию. Тем более они с самого утра устраивали этот день, они показывали по фабрике, проводили людей, рассказывали. Сейчас мы видим только лайв. Да, Ривен и вправду сегодня закрылся прям очень-очень плохо. Но у них продакшн форкаст плохой.
Не новичок, а полный ноль. Ну, тогда начинай с ВИО и не парься. Это неплохая стратегия. 500 крупнейших компаний. Этот ETF выиграл конкуренцию у многих других за столетие эволюции фондового рынка. Какой смысл искать что-то другое, если есть что-то, что работает и переигрывает 70% всех стратегий? 70. То ли 1, то ли 3%. Думаю, це буде кумедна ситуація. Ну, посмотрим. Гжегош Бженчишкевич. Это, наверное, у них какая-то история. Но вообще по Тесле она меня очень радовала в этом сезоне. Она позволила мне очень многое отыграть, и я на самом деле мега доволен, что это произошло. И что я взял достаточно много риска. У меня осталось в кредитах в марже, по-моему, 1015, не больше. Я уже все остальное перекрыл, и я такой прям... Я, кстати, решил так и не покупать Теслу сам автомобиль пока что, потому что у меня есть другой, и я им пользуюсь. Якого порадиш брокера для Польши? Ну, зависит от того, какое у тебя гражданство. Если ты поляк, то у тебя, ну, если ты именно как поляк инвестируешь, у тебя резидентура и гражданство, и по как-то БЭПу ты находишься в Польше, то я бы брал Millennium Банк, либо любой другой, у них там очень много всего. А если ты как украинец инвестируешь, то те же самые брокеры, Interactive Brokers, Freedom Finance. У нас не так много всего, что есть. Это немножко ошибка. З часом ВІО стане сумний і почнеш шукати, наприклад, одне місце, да. Він там після імені та прізвища, потім казав, де живе, там ще складніше промовити. Ну да. Подскажи, а что меня заблокировали в телеграм-канале? Ну, я, честно, не представляю, кто ты, но, наверное, за глупые вопросы. Судя по тому, что ты спрашиваешь очень такие вопросы, скорее всего, за глупые вопросы. Очень похоже на то, что ты любишь задавать странные, неочевидные вопросы, и за это очень очевидно мы быстро баним. У меня политика какая, чтобы было понимание. Моя задача не в том, чтобы собрать всех желающих и научить каждого. Нет, моя задача очень быстро отбраковать человека, в какую категорию он попадает. Если человек попадает в категорию токсиков, в категорию неразумных, не желающих развиваться, в тех, кто хочет доказать мне что-то, те, кто приходят спамить, рекламить. Вот я очень быстро баню людей, и поэтому у меня как бы... Я не понимаю смысла, зачем мне устраивать мазохизм. Если люди приходят мне навредить ко мне в канал, я не понимаю, зачем мне это нужно. Я их просто баню и выдыхаю. Я лучше буду общаться с меньшим количеством людей, но которые развиваются, которые приносят в мою жизнь что-то, чем те люди, которые приходят и требуют с меня что-то, потому что они посмотрели 2 бесплатных или там 5 или 3 месяца бесплатных моих видео. Ну, как бы не понимаю, зачем мне это. Поэтому я довольно быстро баню. Ну, а если ты приходишь, и я вообще не знаю, кто ты, и спрашиваешь, за что тебя заблокировали в телеграм-канале, скорее всего, за не самые лучшие вопросы. Дивидендный ETF. Ну, что дивидендный ETF? SCHD или в смысле платит ли ВИО дивиденды? Платит. А BKR в топе по Польше. Да. Но там есть ограничения по поводу того, что ты как поляк, либо как украинец инвестируешь. В зависимости от этого у тебя будут одни либо другие доступные инструменты. Респект за твои видео и стримы. Продолжай в том же духе. Спасибо большое. Спасибо большое. Стараемся. Экзанты, Гиром и Сакса в Европе популярны. Ну, Экзанты — это мальтийский брокер, довольно стрёмный, гораздо стрёмнее, чем Кипр. Сакса, да, Дигира не знаю, но в целом, да, почему нет? А можливо, резидент України відкрити депозит в Польше? Я не знаю, честно говоря, я не понимаю, зачем, но, наверное, можно. Но мне предлагали, я не понимаю, зачем. Ну, просто, наверное, в банк приходишь, да, открываешь. Хорошего стрима, да, спасибо. Привет, можешь, пожалуйста, озвучить свое мнение, насколько Тесла сейчас переоценена или нет?
Есть ли еще какие-то предпосылки к росту? Да, там очень много, там Optimus, там батареи, там еще, ну, скажем, по 100 это была очевидно недооценка. Это прям, ну, изи деньги, да, бери, забирай. По 200 это уже около текущей цены. То есть, условно говоря, ты уже с отчетами будешь расти. Но я ожидаю, что Tesla будет расти быстрее рынка, и поэтому для меня это интересно. Но опять же, это для меня. Это не ты на днях взял пул из 3 паев в Ахтырском районе Сумской области? Ну, я постоянно Сумскую область закупаю. У меня там сколько-то у меня, по-моему, больше 20 гектаров в Сумской области. И в каком диапазоне недавно? Ну, недавно, да, там, за прошлый месяц, да. Как ощущение жизни в Кракове по сравнению с Киевом? Я Киев люблю, мне Киев больше нравится. Экология в Киеве лучше. В Кракове очень тяжело жить, на самом деле. Очень плохая экология, и очень мало ветра. Э, Вот я сюда приехал, у меня здесь, ну, во-первых, в квартире стоит фильтр, я поставил, освежитель воздуха, очиститель, фильтры на вентиляцию. И еще и думаю, как мне сделать приточку в квартире, потому что по-другому очень сложно. С водой очень много проблем. Ну, то есть в целом уровень жизни лучше, уровень потребления лучше, люди чуть более безопаснее, ну, сильно более безопаснее, чем в Киеве. Но именно экология меня очень смущает. И, возможно, я сейчас запущу квартирки, я вряд ли буду брать новый пул, там, второе, третье окно, вряд ли, честно говоря, буду добирать в пулы по недвижимости именно в Польше, может быть, в Испании дальше. Ну, я вряд ли здесь как бы буду все время, да, 24/7, потому что здесь именно очень плохо с точки зрения экологии, на мой взгляд. Но Краков прикольный, очень красивый, очень интересный, люди хорошие, очень много украинцев, очень много поляков. Язык польский довольно простой, понятный, поэтому, ну, именно я люблю Киев, честно скажу. Я люблю Киев, люблю Украину, я бы с удовольствием вернулся, если бы не некие правила. Но деньги зарабатывать в Европе чуть более проще, чем в Украине. Чуть более безопасней, что ли, я это так скажу. Чи плануєш докупляти квартири в Україні? Нет, не планирую и, ну, не вижу смысла. Непонятно, кто должен вернуться. То есть, если мы разберем, за счет чего придет спрос, я не могу дать ответ, за счет чего. Ну, кто те люди, кто должен прийти? Ну, наоборот, честно говоря, мне очень большой, исходя из тех политик, что сейчас делает государство, у меня очень большой вопрос, кто будет оплачивать им же зарплату по окончанию войны. Потому что, ну вот дадут нам, допустим, америкосы деньги, что мы с ними сделаем? Ну, построим инфраструктуру, но ей кто-то должен пользоваться. А с учетом того, что очень много людей не вернется, я гарантирую, что очень много людей не вернется. То есть больше, чем заявленный миллион останется. Я думаю, что останется миллиона 3-4. Это очень много. И потом, как это все восстанавливать, я не представляю. Посмотрим. Но я это уже обсуждал. Вот подсказываю, что открывают без проблем. После операции ты доволен? Да, я доволен, но у меня проблемы сейчас именно в Кракове тоже с пазухами. Из-за того, что здесь воздух тяжелый, очень сухой и очень много осадков. То есть я даже сейчас сижу, у меня забитый нос. Я снова достал промыватели, освежитель воздуха, фильтры. То есть именно из-за этого я... Пам'ятаю меми про порівняння Кракова та Люблін, де Краків завжди зображують як замок нежиті з героїв третіх. Да, очень похож на самом деле. Я чувствую себя этим Галтраном, который скелетов предводил, +1 к скорости. Потому что здесь прям есть вопросы. То есть здесь очень хорошо выгодное соотношение по недвиге. Очень хорошо выгодно для туризма. Но как постоянно здесь быть, релоцироваться, это очень много проблем. Причем они вроде все делают правильно, все делают по уму, но вот из-за того, что уголь, это, конечно, уголь. Чую инсайт по Испании. Бронирую плюс 2000 на пол квартирок в Испании.
О, господи, мне тут скинули мем. Як люди з Кракова відзя Краков. Як люди з Любліна відзя Краков. Як есть насправді, направді. Да, абсолютно верно. Краков именно такой. Он именно такой. Выходит, ты покупал землю только не на правом берегу, а ты еще критерий изменил подбора земли. Я бы с удовольствием покупал ее только на правом берегу Днепра. Проблема в том, что ее не так много, как мне бы хотелось. Нет такого большого предложения. Более того, судя по тому, что всего 500 инвесторов скупают практически весь пул земли, любая адекватная земля с нормальной рентной доходностью, она вылетает в раз. Поэтому да, так и есть. Тебе ультразвуком пазухи не чистили? Но я лежал в отключке, мне там что-то делали. Возможно, и чистили. Вроде чистили. Но вот я вернулся с Таиланда, и там я нормально дышал. Здесь у меня прям большие проблемы с дыханием. И когда я с Киева приехал в Краков, у меня тоже какой-то период адаптации был, пока я привык дышать в Кракове, потому что здесь, ну, тяжело дышать на самом деле. Я же говорю, что я приехал, я чувствую уровень жизни, он сильно упал. Я поэтому здесь поставил себе освежитель, фильтр. Я же говорю, что фильтры сейчас вычищаю. Возможно, все в квартиры приточку поставлю, потому что это, ну, блин, беда. Ну, да, які зовсім мінус десятки відсотків трудового населения. Ну да, абсолютно верно. Если сейчас мы кормим 4 стариков, я уже говорил это по статистике, то есть мы датируем, любой бизнес датирует 2 стариков, кого-то, да, какую-то семейную пару стариков по соотношению, то потом количество неработоспособного населения станет в районе 20%, плюс инвалиды, плюс ПТС, плюс людей нужно будет встраивать в общество, то есть, грубо говоря, будет соотношение 60% менее продуктивного населения к 30% продуктивного населения и 10% там непонятных. Это означает, что каждый будет платить за где-то 6-7 людей. Ну, с точки зрения инвестиций экономики лучше не стоит. Лучше заработать деньги сейчас где-то, а потом вернуться, когда все вот это вот уже пройдет каким-то чудом. Но каким, я не знаю. Просто вопрос в том, кто будет это все делать в условиях, когда... Ну, мне кажется, те, кто наворовали, те и должны это все делать. А те, кто яйца сейчас покупает по 17, вот эти же самые люди должны потом по 8 продавать эти яйца, когда никого не будет. Это прям Айн Райт, Атлант расправил плечи. Но мы видим, что посадки не начались, коррупция на том же уровне, поэтому это скорее про наши хотелки, а не про какую-то историю. Две атомки в Польше планируют построить, уже договорясь с США. Может быть, может быть. Но пока их нет. Я больше ставлю не на большие атомки от Вестингхауса, я больше ставлю на СМР, которые они договаривались с США, с Ньюскейлом. Но это 2030 год, не раньше. До этого времени нужно где-то жить. И я не... Опять же, в современный мир, ребят, очень мобильный, очень простой. Очень простой. Получается, что вам, чтобы поменять гражданство с Украины на, допустим, не знаю, на любое другое, даже не поменять, а получить второе, и жить в другой стране, это вопрос там, месяцев. Адаптироваться в современном мире при наличии другого интернета в другой стране, это вопрос недели в современном мире. Это очень просто. Это настолько просто, что ты приезжаешь в любую другую страну, тебе даже не обязательно жить в какой-то одной стране, ты можешь путешествовать по миру, жить каждые 3 месяца в новой стране. И государство уже поняло это и перешло на государство как сервис. Оно старается помочь людям адаптироваться и чувствовать себя лучше. Наше государство, оно осталось еще в старом времени. И сейчас оно прям показывает всю свои проявления. Вот эту всю коррупцию, вот это вот отсутствие ценности человеческой жизни, некая кастовость. Вот там Подоляк говорил, что если ты выезжаешь, то ты, как он там сказал, то ты
то из-за тебя страна не будет существовать. То есть любой человек, кто, ну, вот желание навесить ярлыки на какие-то группы, и почему-то люди считают, что если, что кто-то им что-то должен. Причем, что интересно, чиновники считают, что так-то никто никому ничего не должен, особенно они кому-то, но вот люди им должны. Почему? Непонятно. То есть в современном мире это вопрос не про обязательства, а про желание. И я считаю, что в современном мире желание, ну вот есть желание защищать страну, ты идешь защищать, нет желания, не идешь. И все. Ну, как, если страны не будет, ну, это неправильно, это плохо, но э, нужно это делать не в последний момент в попыхах. Как бы нужно заранее это делать. Вот сейчас, да? Не нужно потом, когда петух клюнет, бегать и кричать про коррупцию. Нужно это искоренять в процессе. Это процессуальные изменения, а не разовые. Поэтому тут такая история. В магазине диапазон. Ну, 8-9 еще понятно, потому что все-таки это логистика. И я могу понять. Но, по крайней мере, это уже не 17. Не думал написать бота, который будет автоматически подавать заявку на покупки земли по твоим критериям. С какой целью? Ребят, это с какой целью? Чтобы быстрее нажать на кнопку «Выкупить землю», я просто написал менеджеру, говорю, если будет какая-то земля до там еще 60 гектаров, давай ты мне скинешь напрямую, и все. И она мне скидывает, и все. Зачем мне бот, если я могу попросить? Зачем мне писать бота, если я могу просто сказать сотруднику, пожалуйста, сделай вот так вот. А я точно выкуплю. Они хотят продать, я хочу купить. И им все равно, кому продать на самом деле. Почему не мне? Ну, это как бы... Они хотят продать, я хочу купить. У нас интересы совпадают. Зачем мне бот, который будет на пару кликов быстрее? Я могу вне кликов это делать. Да любой может. Угу. Кто за месяц получил карту побыта? Насколько я знаю, что карта побыта с июня только можно будет получить, те, кто въехал. Пока нет. Скажи, будь ласка, как потом сдаешь в аренду пай? Я покупаю землю и сразу покупаю с арендатором. Ты покупаешь ее, и сразу у тебя там какой-нибудь холдинг ее снимает на ближайшие там 10-15 лет. Подоляка просто манипулирует слабыми людьми. Ну да, да, абсолютно верно. То есть у нас очень много людей, которые такие слабые, которые, как ты говоришь, да, и не понимают вообще, что происходит. Они как дети такие. Не хочуть мотивувати людей повертатись, то хоча б не демотивували. Но у них есть своя логика, у них есть свои правила. Проблема в том, что мир, современный мир, работает по-другому. Современный мир фокусируется на людях. И, к сожалению, сейчас наше правительство, наша страна в массе... И страна, я не говорю только чиновников, я говорю в том числе и наших с вами сограждан, да, те, кто наших соседей. Вы посмотрите, что эти же люди, знакомые ваши, мои, пишут в комментариях при любой тематике уезда. Они говорят, так и надо, в массе своей пусть уезжают. Эти же люди в соседнем посте жалуются, что у них не хватает денег и средней заработной платы. И вот у них не склопываются причинно-следственные связи. Но это вопрос образования. Вот у нас необразованное население, к сожалению, что у нас очень мало людей вкладывается в постоянное изучение чего-то нового. И они не понимают причинно-следственную связь, что ты что-то выучил, теперь ты начал делать что-то лучше, чем остальные. И поэтому, на мой взгляд, да, это грустно, это печально, но просто это всегда вопрос уже к тебе. Хочешь ли ты играть в эту игру? Или же не хочешь? Или ты хочешь действовать по-своему? На мой взгляд, в современном мире нужно исходить из своих интересов, потому что другие люди не будут исходить из твоих интересов. Вот как-то так. Надеюсь, понятно. Да, в каком-то смысле, да. Як думаешь, до зимы відкриють кордоны для всех? Нет. Я думаю, нет. Ну, если война только закончится. Но даже и после окончания войны я не уверен, что они сразу откроют кордоны. Я думаю, что это займет какое-то время. На мой взгляд, просто они не понимают, как удерживать людей и что удерживает людей в стране. Для них это облако неопределенности. А в условиях, когда ты не понимаешь последствий своих действий,
лучше не делать ничего. Да, да, абсолютно верно. Бизнес недвижимостью в Киеве. Только что говорил, можешь отмотать назад. Как думаешь, будет ли правительство придавать какие-то усилия для возврата мужчин после войны с учетом всех нюансов с выездом сейчас? Да, точно будут, потому что это их зарплата, это их деньги, это их яйца по 17, это их дома, их дворцы, автомобили, это их Бентли, их вот эти все автомобили, на которых они ездят за границу в Испанию, это их виллы там. Поэтому им нужно, чтобы люди возвращались. Но другой вопрос, как, что тебе нужно предложить в условиях, когда ты можешь завтра поехать не знаю, в Испанию, купить себе за 20 кусков квартиру где-нибудь в Аликанте, ну, там, за 30, да, за 40, неважно, жить у моря, наслаждаться жизнью, путешествовать по миру и получить быстро какое-нибудь гражданство европейской страны, резидентство, почему ты выберешь вернуться в Украину и жить среди людей, которые тебя же и хейтят? Ты их кормишь, ты платишь им налоги, ты платишь им зарплаты, и они же тебя и хейтят. Я не понимаю, правда, я не понимаю. Я очень хочу понять логику, но я не понимаю. В современном мире ты можешь, я же говорю, очень быстро поменять всю историю. И я не знаю, честно тебе скажу. Но они, скорее всего, они будут доплачивать за жизнь в Украине. То есть ты будешь получать налоговые льготы, пониженные налоги в другой стране, ну, в сравнении с европейскими странами. Но, скорее всего, следующие 20 лет те люди, которые будут работать в Украине, будут страдать ни за что. Вот, скорее всего, так. А уже следующее поколение, через 20-30 лет, вот эти вот новые поколения, возможно, уже собьют пирамиду и начнут нормально жить. Но в текущий момент времени я не думаю, что есть какой-то варианты. Ребят, начинаем. Наконец-то. Аллилуйя, 27:40. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Zach Kirkhorn. I lead finance here at Tesla, and welcome to our Investor Day. Ну, начинается. For those of you here in the audience at our global headquarters in Austin, Texas, we welcome you. Thank you for being here and thank you for traveling in. Это в Остине, For в those глобальном joining us хедквотере, ну, в virtually, глобальном thank you штабе. for being a part of the day today. So as we reflect back on the history of the company, there's been distinct phases of product advancement, technology innovation, and rapid volume growth. The most recent of which has been the global expansion and localization of the Model Y program. And Вот so они говорят про today, Model Y, we что want to они его talk about the экспансировали, future. и, мол, хорошие успехи по We ним. don't want to talk about this quarter or next quarter. We want to go further out into the future. And we've divided today's presentation into three parts. The first of which, we're going to go macro. Они сначала расскажут про макроэкономику, про convert большую Earth картину, to sustainable energy generation and use? про The энергетику. Это очень second, круто. we want to talk about Tesla's contribution to that global need. We're going to Вторая go контрибуция function by Теслы, function условно, в through мировом the company, рынке. and you'll meet our entire leadership team, and we're going to get into the details of what those teams Детали are про doing лидерство в компании. as part of the broader goal. And then in the third part, we're going to bring it back up and talk about what this all means for the company as a whole. И в третьей части они расскажут нам, что это все So before we значит get для started, компании. statements made in this presentation are forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. More details can be found in our written materials. So with that, let's get Риски, started. бла-бла-бла. Part 1, Elon Musk and Drew Baglino. О, Илон будет рассказывать, походу. Привет, Илон. All right.
А сейчас постмаркет, поэтому ничего особо не ожидается. Можно не париться по поводу Теслы. Zach was mentioning, the thing that I think is we wanted to convey, probably more importantly than anything else that we talk about here, is that there is a clear path to a sustainable energy Earth. It's not, it doesn't require destroying natural habitats. It doesn't То, что Тесла не уничтожает require ресурсы, us to be austere. Тесла работает над, условно говоря, контрибутит не так, как другие компании. The story, and I think that this holds together quite well, and we'll be actually publishing a detailed white paper with all of our assumptions and calculations, is that there is a clear path to a fully sustainable Earth with abundance. In fact, you could support a civilization much bigger than Earth, than much more than the 8 billion humans could actually be. Что если все Тесла будет хорошо, то планета, она может поддерживать гораздо больше людей у себя на планете. Ну и всех вообще. How few people realize this. Most of the smart people I know actually don't see this clear path. They think that there's not a path to a sustainable energy future, or at least there's not one that. Многие люди, с кем общается Илон, не видят возможности это все сделать. Or that would have to resort to extreme measures. None of this is true. So we're going to walk through the calculations for how to create a sustainable energy civilization. Yeah. And to set the stage, today our energy economy, let's be honest, it's dirty and it's wasteful. Over 80% of global energy, primary energy, comes from fossil fuels, and only 1/3 of that global energy actually ends up delivering useful work or heat. Прикольно, 80% всей энергии идет из ископаемых. Только треть работает корректно, для блага, так сказать. Because there's a very wide range of technical expertise out there from people who are like, whatever. Фотокракова, да? Subject to people who do not do engineering at all. So, if you have a gasoline car, you're converting less than a third, often maybe only 25% of the energy in the gasoline is converted into motion. The rest is turned into waste heat. That does not. Прикольно, то есть, условно говоря, из 100% энергоэффективности только 25 идет на бак. And to transport the gasoline to the gas station. So when you look at all that, for a typical gasoline car is actually going to be using less than 20%, fully considered, of the energy from the oil actually goes into motion. So this is when we see people doing calculations for what does it take to create a sustainable energy Earth, they assume that the same energy amount is required for an electrified civilization versus a combustion civilization. This is not true, because most of the energy очень тихо говорит про то, что is waste heat. Про расходы, про то, что нужно пушить агенду по восстановляемой электроэнергии. Petawatt hour is a trillion kilowatt hours, so it's a large amount of energy. But the nice thing about electrified economy, there's a better way, we're going to talk about it, is that through end use efficiency and through efficiency along every step of the way, actually the total energy use halves. So this is one of the most enabling aspects of electrifying everything, is that the sustainable energy economy is that much easier to accomplish. Прикольно. Получается, что альтернативная энергетика, она еще и более энергоэффективная, чем ископаемое топливо. Have assumptions that are reasonable, not overly optimistic, in fact, slightly pessimistic. So it's really better than half, but just say it's easy to make the argument that we need half as much energy with an electric economy versus a combustion economy. Yep. So how the master plan works? You want to talk about? Ну, так мастер-план Тесла, что они хотят сделать? The thing that is needed at very large scale. 240 тераватт хранения, неплохо. 30 тераватт возобновляемой электроэнергии. 10 триллионов инвестиций.
or 240,000 gigawatt hours. This is a lot of batteries, but it is actually a very Очень achievable много amount. батарей. We'll go into details on that. So that's a combination of electric vehicles and stationary storage. So if you've got solar or wind, you've got to store the energy when the wind is not blowing, the sun is not shining. And so we're assuming sort of an 8-to-1 ratio of То есть от солнца и ветра нужно stored как-то energy хранить to power. электроэнергию. So 30 terawatt hours of power, 30 terawatts of power. Our actual capital expenditure calculation for manufacturing investment is more like 6 trillion, but we made it higher to make it 10 trillion. And this is across mining, refining, battery factories, recycling, vehicle Короче, factories, основная проблема — это all хранение software электроэнергии, you need которую to они invest хотят in пофиксить. to build this Но мы об этом говорили, они для этого Yeah, сделали no, лаптоп, if you look at придумывают и total разрабатывают global новые economy, батареи. it's То есть just under это 100 мы знаем trillion. об этой So инновации, if this ничего was нового spread для нас out, пока say, over нет. 10 years, it would be 1% of the global economy. Over 20 years, it would be 0.5% Very of the doable. global economy. So this is, not a big number relative to the global economy. Я, правда, не понял, почему 10% они говорят влияние на GDP, если только они сейчас говорят про 0,1% и 0,5 условных процентов. How much land would be used? It's less than 0.2% of the land area of Earth. Like generally, people don't realize quite how much energy is reaching us from the sun. It's roughly a gigawatt per square kilometer. Ого, гигаватт на 1 квадратный километр энергии Солнца к нас доходит. If you multiply that by, say, 4 to get the continuous power. Но вопрос, опять же, в каком поясе, потому что одно дело Калифорния, она очень жаркая. Другое дело поставить это в Кракове или в Киеве. Это, другая энергоэффективность You can also вообще. put wind offshore. It doesn't even need to be on land, so wind is even more flexible. You could put solar offshore too. Yep. So Earth is 70% water. Anyway, the point is that, Но это неплохо, что не приняли закон, потому что ты форсишь изменение структуры. Это неплохо, на мой взгляд. Yeah. And from do the resources and raw materials exist to support this transition? We'll go through that in detail, but Гигаватт не в день, гигаватт на 1 квадратный километр. Ну, это условно в час. Mining less ore to accomplish this economy than we currently do with the fossil fuel economy. And we're going to Считается гигаватт-аур. Yeah, just to emphasize that again, the electrified economy will require less mining than the current economy does. Less, not more. И ресурсов, говорят, понадобится so this is the меньше. plan, and now we'll get into a little bit more of the details of the plan. Basically, 5 areas of work. Ребят, не забывайте лайки, First, подписки, колокольчики, power пока мы the тут existing слушаем. grid. Second, switch to electric vehicles. Third, switch homes, businesses, and industry heating to heat Ох, вы pumps. прикиньте, сколько литиума Fourth, нужно, чтобы вот то, что они high-temp запланировали delivery, сделать. And storage for high temp industrial and chemical processes, and a little bit of green hydrogen in there for chemical processes that need hydrogen. And finally, sustainably fueled planes and boats. These are the 5 areas, and we're going to go into detail on all of them. Yeah, I mean, my personal opinion is that as we improve the Я прям не energy верю, density что of они так batteries, столько we'll сделают. see all transportation go fully electric. Очень много. With the exception of rockets. That's all good. But you can make the fuel with CO2 and water. So you can make methane with CO2 and water. So And in you fact, can do that with just electricity. So. Yes, exactly. So in fact, on Mars, if we hopefully get there at some point, the atmosphere is CO2 and there's water ice throughout Mars. So you can take the CO2 and H2O and turn that into CH4, which is methane and oxygen. So ultimately, even rockets can be electrified. So first, repowering the existing grid with renewables. Не, ну там же This is gonna экспоненциальный pick the рост, theme. You'll see поэтому our это не совсем estimates for the number of terawatt hours, terawatts, проблема. trillions of investment at the bottom of the page. You know, this is already actively occurring in front of us. 60% of the generation added to the US grid was solar in 2022. And actually, on a year-on-year basis, solar deployment is growing 50% year-on-year as of 2022. So this is a serious upswing. And if we continue this trend,
This is Ну, going to они go on просто for наращивают years and never хранение и сбор электроэнергии. Second, switching to electric vehicles. Again, 21% reduction in fossil fuel use by doing this alone. Obviously, Tesla is heavily engaged in this activity, as Ну, это Elon тот has шаг, pointed который out. они сейчас делают. Они Overall, переводят EV production grew логистику, да, 55% мелкую, то year есть on year in автомобили на 2022, электроэнергию. and EVs hit an amazing 10% market share. I mean, it's an Но там основная awesome задача milestone. батареи, опять же, все I'm то, о чем мы super говорили. excited to see Для that. этого мы и смотрим на фабрику Yeah, лаптропа. I mean, Птушкин с маском на сцене. Да, очень похоже, actually кстати. happening very rapidly, and I mean, I think really all cars will go to fully electric and autonomous. And so riding a non-autonomous gasoline car is going to be analogous to riding a horse and using a flip phone. That's basically going to be the situation. And we actually took a somewhat conservative assumption here in terms of how many batteries are required, because the more the fleet is autonomous, the smaller the fleet needs to be, just from a utility basis. Чем больше они So we're говорят not автомобилей, accounting for тем all those меньше benefits. флот We're only нужен, touching потому those что, benefits условно, alone. будет более эффективно. Им нужно больше And what does this батарей. fleet look like? You know, just rough view from our perspective, of course, we Да, could be там wrong, есть, but, но я так и you не know, смог его получить. you can see the sort of breakdown of the Там fleet еще by есть millions of дотация на vehicles. уничтожение, утилизацию You know, автомобиля. our goal is to do 20 million electric vehicles a year. О, смотрите, у них две презентации. Один за 300 миллионов, я так полагаю, это и 700 миллионов. Смотрите, что они говорят, автомобилей будет произведено. Две, они затизерили только что два автомобиля. Два автомобиля новых, только что затизерили. Это интересно. Yeah, so what we show here is actually, I think, only 1.4 million or so. So we're represent 1.4 billion, I mean, or so. So a smaller fleet. And Вот, the видите, numbers два we're referencing here in the автомобиля. presentation are around 85 million vehicles a year produced, just to give you a sense of how we're thinking about this. Again, we're going to put all these assumptions up online and, you know, encourage people's thoughts. Yeah. So we're basically heading rapidly towards an electric or autonomous future. Exciting. Yeah. And one of the reasons why EVs are so enabling is this end-use efficiency point. Tesla Model 3, it's 4 times more efficient from the well to wheel than a Toyota Corolla. And that's all about the efficiency of getting the electricity into the car in a sustainable energy economy, and then how efficient the car is in transferring that stored energy to motion on the road. When compared to the engine in the Toyota Corolla and all the, you know, extraction, refining, transmission. Я думаю, что 700 миллионов это как раз автомобиль до 25 тысяч долларов, который они сделают через какое-то время. А 300 миллионов, да, очень похоже на силуэт доставки транспортной, да, на какой-нибудь ван. Либо какая-нибудь электроплатформа. Интересно. Это засранцы затизерили нам, а? Если одну мы знаем, это автомобиль до 25 тысяч долларов, дешевый, да, какой-нибудь там на 2 места. But people, you know, you spoil a pot of water, you don't even think about it. Tesla Model пирожок. Next, switching to heat pumps in homes, businesses, and industry. You know, right now heat pumps meet 10% of building heating needs. Это интересно, кстати, если они поменяют отопление, систему во всех домах и во всех индустриях, и тепловые насосы будут такого рода делать, это интересно, если они туда залезут. Но вот это, кстати, огромный рынок. Они могут всю инфраструктуру под себя поменять, под свои солнечные батареи и под свою работу. Это очень много денег. Heat pumps don't move heat, don't create heat, they move heat. When you think about like the natural gas furnace in your house, like it is generating heat itself, but what the heat pump is doing is actually moving heat from outside of your house into your house. They're just an air conditioner or a refrigerator in reverse. So we're surrounded by heat pumps. Tesla будет делать такие they're all over this factory, кондиционеры. And all this really is about bringing them to displace all the fossil fuel heating in all of the homes, business, and in the industry that we can. And from an end-use efficiency perspective, there's a three times reduction in the total energy required to heat these buildings. Ого, в 3 раза более энергоэффективнее, чем текущее решение. They're in our cars, yeah, now as default, and at some point we might make a heat pump for our home. So yeah, maybe. Next, a little bit more detail on electrifying high temp sort of industrial chemical processes.
Но So over гидроген это 50% of пока в industrial heat далеком is будущем. greater than 400 C. Cement, steel, fertilizers, chemicals, plastics, metals refining, all Им need еще нужно like 6 1,500 тераватт C to энергии, на meet это this все solution где-то here. найти. Um, 800 Ultimately, миллиардов purpose-built equipment инвестиций. that enables electrification. Carbon graphite is stable up to Но именно 2800 C. гидроген, мне кажется, There's тут other основная options in the проблема, вот 1500 в этом C решении. range, like silicon Доменные carbide, печи other сделать такого materials. рода So высокотемпературные. the idea here is you create and store heat when renewable power is available. If this is a sustainable energy economy, renewable energy is intermittent. Peak of the Мгм. day, you've got more generation than you need. You make a bunch of heat then, and then you transfer that heat into the industrial process 24 hours a day using the storage that you Прикольно. created when the sun or the wind was blowing. That's the concept here. And then on the hydrogen side, we also need green hydrogen to decarbonize metals and chemical refining processes. This is things like ammonia, making steel. There's roughly Аммонию, 120 million это tons of получается, если hydrogen они sourced from будут fossil делать fuels аммиак, today to do these аммонию, things. там всякие такого рода And химию hydrogen can also промышленную, directly replace coal, which is currently то used они же могут не on только commodity steel заменить уголь, production как они говорят, through они a могут process заменить called еще и directly удобрения, reducing пойти туда, в iron. новое You can движение, replace такие blast вот furnaces какие-нибудь with не a азотовые, только hydrogen-producing direct гидрогеновые, reduced iron как-то они это furnace. сделают. And this is the way to eliminate fossil fuels from these aspects of the economy. Что они хотят сделать с водородом? Они хотят Yeah, перевести, so условно I говоря, современные in some палебные ways материалы на there's гидроген, room to условно disagree, but чистый, some без some amount of такого hydrogen is needed for углекислого industrial газа, processes. My карбона, personal и opinion при is that этом hydrogen will not be used а, meaningfully in transport. он будет более But энергоэффективный. and То есть shouldn't не be потери if you're 75%, как going to они use говорили chemical на обычном топливе, а fueling, you should будет там use CH4, not H2. 30% потери. Непонятно сколько. But nonetheless, it is needed for industrial processes and can be produced just by. Ну да, но промышленный аммиак, I mean, он не something that's been done совсем for decades and decades. удобрение, This is немножко not другое. rocket. Ну да, я же про это и говорю. And lastly, a small part of the pie, but a Ну necessary да. part of the pie, is sustainably fueling planes and boats. Shipping accounts for 3% of global CO2. It's ripe for electrification. Да, если я не Even понимаю, как with они смогут lithium так iron phosphate, высокотемпературно long-haul ships разогревать can на be fully батарейках. Это, battery-powered. по-моему, очень So сложно. that's Но a great водород еще, кстати, opportunity может to отрабатывать свое. electrify. Но Energy density is a little bit harder for Но planes, but как, это short haul is довольно doable today. With some интересно. improvements, we'll get long haul underway, but even in the meantime, we Ну can да, leverage ну вот, sustainable да. aviation fuels produced and stored using excess renewable electricity. There's a lot of work going on in this space. Если они еще хотят перевести Yeah, самолеты, to корабли really на get возобновление, это long-range реально. aircraft Более and того, уже есть автопилот. long-range То есть shipping вопрос в том, to что use теоретически я даже представляю, как они могут на солнечных панелях это сделать. Теоретически. И будут корабли идти Or the plane. туда-назад, просто будет нестабильный график. to take advantage of the fact that it is a new source of energy. It's a different architecture. Но на именно водороде почему нет? Может быть, самолет сможет на водороде. Я не говорю на солнечных батареях, но на водороде вполне может быть. It's much more efficient to have the battery be the structure of the car, and make it mass efficient and optimized for batteries. The same if that's done with aircraft, I think you can get long range aircraft at around with cells at around 450 watt hours per kilogram, which you can buy it right now. Actually, it's expensive, but I think that price will come down. So when we stack up all of these efforts, we end up with the numbers we shared at the beginning of the presentation. 30 terawatts. Ну вот все вот эти изменения, которые они хотят сделать, для этого им нужно 33 тераватт в фарме энергетики и так далее. Это все реализуемо, особенно 10 триллионов инвестиций, но чутка далековато. По крайней мере, план понятен, то есть стратегия у них есть. И у них стратегия есть, ну, такая стопроцентно sustainable, то есть возобновляемые все источники и ресурсы до 2050 года. When we look at electric vehicles, they have to grow 11x. Well, Кстати, да. they grew 60% year on year last year. That growth rate is also going to close pretty darn. That gap is going to close pretty quickly as well. And lastly, дотации государства, я думаю, они возьмут деньги, плюс свои продажи. Акции Tesla. 65% CAGR since 2016. The global, energy storage business is accelerating pace as well. I mean, all these gaps are going to close, especially as this momentum of the transition to sustainable energy accelerates. And of course, our goal on this page is 20 million EVs per year and 1 terawatt hour of stationary storage per year. 1 тераватт в год
ну, per hour за год достичь, и при этом 20 миллионов автомобилей выйти. Это считай к 30 году. Амбициозненько так. Elon mentioned it's 10% of, 1 year's world GDP. Another way of thinking about it is how does it compare to what we're investing, like what we invested last year in the fossil fuel infrastructure? And it's 60% of that investment. So actually building this sustainable energy economy is less than extending the fossil fuel economy from a year-over-year investment basis. So very doable. When we look towards, does this fit on the planet? Absolutely. Less than 0.2% of land. As a reference point, the total land area intensively farmed today is 12.5% of all land. So, I mean, you drive around, you see some farms, but you don't see them everywhere. This is an order of magnitude, more than an order of magnitude difference between Это farming and точки, what we're сколько talking используется about сейчас for условного sustainable energy land. места And it doesn't need to под displace солнечную и farmland for, воздушную энергетику. Там еще очень forests много or, мест. jungle or any kind of ecological preserve. It can be used in very sparsely populated desert regions. Yeah. Barren areas, Yeah. areas that are just not really fit for development or otherwise used. So Yeah. I mean, 0.2% can fit into a lot of places. Yeah, there's essentially no meaningful ecological impact. In fact, transition to a sustainable energy economy would result in a substantial reduction in current ecological impact. It's a great way to put it. Yeah. And what about on the mineral extraction side? So this is a cartoon that sort of gives you a sense for all the ore and the like extracted minerals that are coming out of the earth every year. It's about 68 gigatons. So each truck is a gigaton. What does this look like when we're in 69 sustainable energy гигатонн. economy? Looks like that. Получается, они смогут меньше материалов использовать для достижения такого же уровня энергетики. Им нужно не просто меньше материалов, им нужно даже меньше в процессе добычи материалов. Ну, у меня есть вопрос, где они столько лития найдут, честно скажу, потому что в ближайшее время нельзя добычу увеличивать линейно, да, либо экспоненциально. Она, ну, такая, очень понемногу увеличивается. Кому-то не хватит. Интересно, кому. Element by element basis, the resources are there to support the transition. This is cumulative demand. Ну вот, и никель и литиум. Но с никелем-то еще проще, можно старые не поставлять никель, там есть на мощностях. А литий где они найдут, я не представляю в таких объемах. For any of these materials. And then when we look at what really happens as we move forward, history teaches the more we look, the more we find. What people think happens is, oh, there's this many resources, next year there's going to be less because we're going to extract them. What actually happens is, as we extract resources, we find more. And you can see on the right what has actually occurred with the key materials to the sustainable energy economy. Since 2000, as the sustainable energy economy has been growing and Tesla's been growing and all the industries around us have been growing, the actual resource Они говорят, что обычно люди ожидают по мере роста добычи, мы ожидаем падения запасов. А обычно мы все больше и больше находим ресурсов. Ну, это такое. Это как сказать, что предложение появится, чем больше спроса, тем больше предложения. Ну, амбициозненько. If the United States was the only place producing lithium, there's enough domestic material to electrify Earth. It's very common. The limiting factor is the refining of the lithium into battery-grade lithium hydroxide or lithium carbonate. That's the actual limiting factor. And the same is true for these other materials. Yes. And this is, again, these are not like crazy technologies. It's just the investments need to be made, and the investments, they're not gigantic. They just need to happen. Right. Nickel's maybe the of them all the trickiest one to solve. But as we showed with the graph there, maybe need like 30% of Можливо, литий. nickel reserves. So and the nickel reserves have actually Ну, возможно. Yes. There is more. Yeah, exactly. So and you only need nickel for basically aircraft, long-range boats, and very long-range cars or trucks. But the Никель нужен только на большие-большие расстояния. Electrification will be iron-based cells, and iron is actually literally the most common element on Earth. So
Так, сейчас, секунду. trivia point. If you say like, what is Earth made of? By mass, it is made of iron more than anything else, and second, oxygen, and then everything else after that. So basically, we're a muddy rust ball is what Earth is. So an iron cathode is sort of, you're definitely not going to run out of iron. There's so much iron, it's insane. So that's it, yeah. Yeah, and ultimately, this resource. Ну, вроде как, да, нашли литий, но не we go прям through this так effort to много, build these как batteries, заявляют. and then we recycle these batteries. So ultimately, we're doing this to build this sustainable energy economy, but the maintenance amount of ore that we require is really Не, ну enormous. я верю в их Теслу, просто я не понимаю, как быстро они так нарастят мощностя до 30-го года. A sustainable energy economy is within our reach, and we should accelerate С it. другой стороны, может быть, Тесла нарастит, а все остальные не смогут. Тогда это реально. Тесла просто перекупит всех своих конкурентов и все. Investors who own stock, but really anyone who is an investor in Earth. And what we're trying to convey is a message of hope and optimism. And hope, optimism that is based on actual physics and real calculations. It's not wishful thinking. Earth can and И они will говорят, move что их to a вот этот sustainable план energy основывается на economy, реальных and will расчетах, do а не на so in каких-то lifetime. идеях. То есть это все Thank you. достижимо Yes. на уровне Thank you. конкретных действий. Прикольно, And прикольный план. I just want to welcome up Lars and Franz to the stage. Hi. Hi, I'm Franz. I lead design at Tesla. And I'm Lars. I've been doing vehicles Нигде. with Franz for almost 13 years now. So I joined Tesla in 2008 to vertically integrate design into the company. It didn't exist before. It was a pretty small team. I was tasked with designing the most beautiful, innovative, and well-engineered vehicles on the planet. No small task. In 2008. There was not a lot going on in the EV sector then. Since then, we focused on constant improvement in cost, efficiency, innovation, things that you'll continue to hear about today. Альберт Мелл я вышел, когда он был на While хайпе. continuing to design the most desirable cars. Today, we produce cars differently than we did 10 years Как ago. вариант. But the end result is always an exciting, futuristic, and desirable set of vehicles. Back then, we only had a handful of designers and engineers like myself, but we had a great vision to radically change transportation. So back in 2008, where we were designing Model S, we didn't have a factory. In fact, we had a really small engineering team and a tiny design team. But that allowed design to lead all the conversations. It let us innovate forward-thinking ideas like, how do you fit 7 people into a sedan? Or how do you make door handles disappear into the doors? Or putting a huge touchscreen into the center of the vehicle, something that had never been done before. Но они пока говорят про автомобиль, про историю дизайна, историю производства лития, вот этого, в смысле, лития, господи, Model S. Ну, это не особо интересно, но очень важная такая традиция. Подводит нас сказать, насколько круто будет сейчас их новое решение. Yeah, I mean, I think that's really important. When we were designing the car together, we didn't even know where we were going to build it. And so we came up with... I didn't even know Lars when we were doing it. That's true. So once we got Fremont, we were very fortunate, and we figured out the manufacturing solutions, sort of like we were flying a plane and putting the wings and building the engine at the same time. So we knew we had to do better. Yeah, we knew we had to be better in order to scale. And as part of the master plan that you've read, Model 3 needed to be a smaller, more efficient, and more affordable version of Model S. But it had to be equally great. It had to have all the things that people loved in their Model S or Model X, but be much more affordable. And so we approached the process a little bit differently than the first time around. Now we had teams that we all worked together. So we were able to combine design, engineering, and manufacturing process all at the same time. But somewhere along the way, we changed the manufacturing process to be fully automated.
And so we leaned into this whole new way of manufacturing a car, but we had already engineered it. So things didn't quite go as well as planned. It was an amazing product, but it landed us in production hell. Many of us who lived through that carry those battle scars. It was a great idea, but it wasn't the right timing. Like Franz said, automating something that we designed to be built manually is super hard. And we have many, many failed examples of that at the Fremont factory that we ripped out. But some of them eventually still work. This is В one I общем, они actually worked рассказывают on нам with про a small team историю, of как engineers. они It's с still какими running проблемами today. And some of сталкивались the при engineers сборке that came Model by said we couldn't do it 3. are no longer with the company, И but как it's running круто and они it's сейчас running это faster делают. than Ну, ever. мы и так это знаем. So we kind of Так, self-imposed держишь constraints on the ли design when we were Oxy doing CVX? Я it пока to не be вижу, built что мы перейдем manually, так сильно and на we really телевизионную didn't think about it. энергетику. But despite all that, Model 3 is the best-selling EV Не, ever. не держу, Yeah, потому and что Model Y, which is derived from Model 3, ну, мне не that близка makes us up. нефтяная как бы отрасль. Каждый раз мне она кажется очень дорогой, с But большими we knew долгами. we had to improve the process further. Поэтому And the я всегда Cybertruck смотрю в другие designed a компании. vehicle around a vision that actually Но они у меня scaled есть в the составе manufacturing ETF-ов очень process. много. And in this case, the Отдельно materials как to компания я make их не the design покупал. Forming full hard stainless steel isn't rocket science, but it sure isn't easy, and it limited the way we could do it. Yeah, absolutely. It really forced us to think Не about совсем. designing something Более верным будет сказать, что in Китай a way владеет that you couldn't большинством, normally stamp а, panels, you couldn't form them in большинством traditional месторождений, way. So it которых ended люди up being знают. very linear, Потому что мало кто bending занимался processes переходом that на are солнечную just энергетику, not кроме in Китая the массово kind и of language of США. manufacturing Ну, как бы today. медленно. But it Поэтому actually Китай created a ушел very вперед, но efficient его and быстро process, догонит and one of по the most месторождениям, это dynamic не проблема. designs ever, I believe. It's definitely something that's going to change the road landscape. Да, так я Hopefully сумму you guys saw it выкупаю. down there and you experienced Хохма it. в том, It's что когда ты definitely real. выкупаешь Those are пай real trucks. We're on our сельхозземли, way to build them. But если под what ним that найдут stainless steel что-то, это тебе opportunity не did for us, принадлежит. it has let us rethink the У тебя factory земля, footprint. ты We don't владеешь stamp сверху, those, и там, that's a по-моему, huge 2 part of метра it. вглубь, We don't что-то even paint такое. them. So our footprint got smaller, and we started to think about innovative ways to take those constraints and make Да. great products. But that constraint didn't really change the end result of the truck. It's a super dynamic truck, and it has all the functionality you would expect out of any of the other competitive trucks. And the best thing about it, it's coming this year. Ого, Кибертрак будет в этом году, они говорят. Прикольно. Но мы об этом слышали, вопрос в том, So ну, как бы, ideally, after all that, we would design, engineer, manufacture, and plan for automation happening together. It gives us the opportunity to question requirements. This is something that is fundamentally only available at Tesla. In the places I used to work and the top manufacturing companies in the world, they don't sit together. Yeah, We are one team. nowhere I know has all these teams together thinking about these processes from the very beginning. In fact, all of those engineering teams, manufacturing, design, automation, they're all in one org. They all поставить report to пулемет one и вот person. тебе We can't БТР. point fingers at each other, so we Такой have to solve them together, бушмастер. which is the best way to innovate. Я думаю, кстати, The что traditional way of making a vehicle is this. Tesla You stamp будет it, делать, you как do build a Boeing, как body in другие white, you компании, paint it, какой-нибудь you do final assembly. ВПК-продукт на And what's альтернативной interesting энергетике is с these искусственным интеллектом, shops are dictated by какой-нибудь the типа автотанка на своих organizational гигапрессах. structures that Вполне exist, себе. and they're dictated by the boundaries that exist in the Это factories же that are очень, laid ну, out. просто сделать, If something goes на wrong самом in деле. И final будет... assembly, you block the И whole line. роботы You будут end up with воевать buffering in Теслы. between. Не This Boston is at the Dynamics, а именно tail Теслы. end of its Вместо manufacturing солдат optimization. США. Henry Ford first invented this assembly Тесла line in будет воевать против 1922. целых It's стран, been я 100 думаю, в years, будущем. and it's really hard to make a change after 100 years. Русня when you будет делать watch it happen, it's мобилизацию, а actually really америкосы silly будут to a донатить guy в like me. Теслу. You take all these stamp panels, you put them together, then you put them in a framing station, you build a body that looks something like a car, you put the doors on, and then you paint them. Once you get the color, you take the doors off, and then you start putting the interior inside the car. It comes in through the openings that already exist. I wish it went in like this big piece like this, but there's actually people coming in and out of the car. There's awkward, movements. Then we Это lift the car прикольно, up, как we они put собирают stuff это from все. underneath it, we put it down, then we put the seats in the car, and finally we close it all out with glass and we bring those doors that went away for a trip and we put them back in the car. Прикольно. Интересно, они Most of сделали. the time, we're doing this with a big giant car and moving it and doing really nothing to it at all. What's funny though in this kind of whole process is that just recently Toyota just called this an Очень engineering эффективно, очень workflow. быстро. True. The Model Y. Да. That was humbling, but at Tesla, it's not good enough.
If we're going to scale the way we want to do, we have to rethink manufacturing again. As part of the master plan, we have to make another step change in cost. We started this on Model Y when we made these huge gigacastings, and we deleted hundreds of parts. We simplified assembly with the Model Y structural battery, where we decided the floor should be a part of the car. The battery is the floor. We put the seats and the interior on the battery, and we bring it up through a big open hole, and we assemble it. And this allowed us to do things in parallel, fully rethinking the process and reducing the final assembly line by about 10%. And we thought maybe we could do this other places. Yeah, I mean, in a way, Да. the constraints become part of the Но до solution киберроботов rather нам than еще the problem. очень-очень далеко, на самом деле. So when you think about what I'm trying Хотя to я say, не I really удивлюсь, want если to hammer Boston this home. Dynamics имеет When you have a припрятанный car какой-то that's about вариант, 5 просто meters под long, другим and you have названием, под people другой working on it компанией. like we did in Model 3. And we change that Мы to же не this получаем process where we никогда take different parts of the самое car. последнее We can do обновление more at the техники same time, like ВПК we did with США. the США Model Y никому не structural дают battery последнее pack. поколение. Они всегда What you дают даже see Европе here is us doing предпоследнее. that on the front part of the vehicle or the rear part of the vehicle. That means we can get more people working on the car, or robots, working on it at the same time. That means we have better operator density, less time doing nothing. Но это как I Apple. call Они that всегда space-time были efficiency. против It has nothing to данных, do with против quantum приватности, mechanics. но We если can have that пришел ФБР и conversation later. попросил их, они такие, But да, конечно, we вот get ключики. 44% more operator density, which means more work, less time walking back to the Рашки station, в Dynamics. 30% improvement Да, in space-time efficiency. And because we're not building it in прикольно. and out of the Они car еще with those эффективность. slow Прям movements of молодцы those ребята. robots У I них showed you from production все now, по-современному. when we go to Технологии, automate it, it's производство, gonna be a lot easier. бизнес-процессы. In the end, that will probably look something like this, where we balance parallel and series manufacturing in a way where we only do things that are necessary, with a much shorter final line, blocking a lot less of the entire rest of the factory, so we can optimize material flow using the best practices. And what that means, it's going to look something like this, where we build all the sides of the cars independently, we only paint what we need to, and then we Прикольно. assemble the parts of the car once and only once. We put them where they need to go. The interior is attached from a bottom up or a top down strategy, so there's more access for those robots and people. We aren't moving heavy objects around and doing nothing to it. And it means we're doing more work on the car more of the time. And then when we take all of these tested sub-assemblies and we put them together, we finally assemble the car only one time, putting the sides on with all of their parts to a front and rear that was already assembled, Ух ты, carrying the floor in интересно. with the seats, and finally boxing it out with the doors one time, just like Cybertruck. So in the end, you get the same car, but it's not going to be a Model Y. Yeah, this is not. Yeah. This is a Model Y for illustration, not the next gen vehicle. In the end, what does that mean? To increase the scale and adoption of electric vehicles on the orders of magnitude that we just showed you, we have to make constraints part of the solution. It leads us to greater than 40% reduction in footprint, which means we can build factories faster. Фактически на 40% быстрее могут собирать per unit. новые автомобили на новой платформе. Faster, Интересно. capex, Фактически в 2 раза per ускорение unit производства. Zach's going to go into more Мега details on круто. this later, but it also means through this innovation and some of what my other engineering colleagues are going to talk to you about in the future, we'll reduce costs as much as 50%. This is the 2-for-1 concept you hear me and Elon talking about on earnings calls. Yeah, so I think our track record proves that we can deliver the best cars, and we deliver the best cars in spite of, because of these constraints. And I'd love to really show you what I mean and unveil the next gen car. But you're gonna have to trust me on that until a later date. And I promise we'll always be delivering exciting, compelling, and desirable vehicles, like as we always have. Have we ever not? We Yeah. always do. But what else is Tesla known for? Speed. So with that, I want to bring on Colin, who's in charge of making our cars go fast. Передают дальше по поводу зарядки, я так полагаю. Thank you, Lars. Thank you, Да, Franz. Powertrain. My name is Colin Campbell, and I have the real privilege of leading powertrain engineering here at Tesla. We make the fastest cars that you can buy for the money, whether they're electric or gas. And the Model S Plaid that we're looking at here, it has more than 1,000 horsepower. And pound per pound, the motors in that car are as powerful. Я, as ребят, jet еще engines. минут 20, и The cars все, are и меня super хватит. fun. People absolutely love driving them. Завтра досмотрю, если что будет The other thing интересно, that you наверное, probably all запишу know about our отдельное видео. powertrains is that they're efficient.
Our cars go 25 to 30% further than other EVs in our class Смотрим. for the same amount of efficiency. But at Tesla, efficiency means more than just reducing how much energy the cars use. It's about how we develop, how we manufacture, how we refine, and how we scale the powertrain. Now, the Model 3 and Y powertrain is a great example of this broader meaning of efficiency. So since we launched it back in 2017, we've continuously improved that powertrain and the factory that builds it. So the drive unit, the engine of the car, is 20% lighter for the same power. We use 25% less heavy rare earths than when we started. And the powertrain factory, which is behind me today, is 75% smaller and 65% cheaper than the one that we originally built. And what I really want to emphasize is that we did all of this without compromise. Our cars are just as powerful, they go just as far, they cost the same or less, and the factories have the same output. So, how did we do that? We did it by designing the entire vehicle and the entire factory together as one company. And this sets Tesla apart. We have small and highly capable teams. And to make a critical decision, we can have the battery cell chemists, the mechanical engineers, the manufacturing engineers. Простите, друзья, я забыл. Я говорю, что IPO участвовать буду тогда, когда оценку пойму, пока непонятно. And that allows us to make decisions that are best for the whole car and to make them really fast. Спасибо. That approach is unlike traditional automotive engineering. Да, я понял, ребят, простите. Как раз буду купить акции. Подготовил деньги уже доступно 4 АП, чисто символически хотел купить акции Теслы. Ну вот мы видим, что Tesla это даже не столько про car company, да, это не про автомобильную компанию, это про производство, про эффективность, про новый этап индустриализации даже в каком-то смысле. Энергетика, мануфактура, новые чипы, вот мы видим. And every electron that moves you down the road flows through one of these packages. We designed our own custom package, which is what you're seeing here, and we can extract twice as much heat out of that package as what we could buy off the shelf. And so what does that mean? It means that the silicon carbide wafer that's inside those packages can be much smaller. And silicon carbide is an amazing semiconductor, but it's also expensive and it's really hard to scale. So using less of it is a big win for us. And then on top of that, orchestrating all of these transistors and making them switch in the right ways is computationally extremely intensive. It used to require 4 Посмотрим, какая будет оценка. Сложно сейчас говорить. We have developed our own custom У них есть свой чип, точно FSD-чип, но вот мы видим, что они сами делают, да, какую-то электроэнергию, эту электронику, сами проектируют архитектуру чипов. And these are just 2 examples of many that I could use to showcase our expertise in high-power electronics. And that expertise has allowed us to take the cost of the chargers that were in our Model S when we launched it in 2012, both the cost and the mass, and cut both of those in half. And even more important, power electronics, they're central not just to our cars. They're also central to our superchargers and to our energy storage products. And Rebecca and Mike will be talking more about that. So in addition to the work that we've done in software and hardware, we've also done a lot of work in-house on software. So this is the drive unit for Model 3 and Y. And if we take a cross-section, see the stator and the rotor, and they're responsible for the core function of the drive unit, which is converting electricity into motion. And our custom software lets us simulate the rotating magnetic field that is responsible for that conversion. And getting that simulation exactly right, it's central to the cost, the weight, the size, and even the sound of the drive unit. And now, you can buy software that will do all of this, but our tools are faster, and they're more accurate, and that was not easy to do. And that allows us to quickly iterate through millions of possible drive unit designs to find the best one. Прикольно. I want to highlight one more area where Tesla really excels because we integrate work that is often farmed out. So when you are making a new product, it's not enough to think about the product itself. You have to think about how you're going to make it at scale. So at Tesla, our powertrain
and our powertrain manufacturing equipment is both designed under one roof. The engineers who are designing the motor, they are in the same room as the engineers who are designing the machine that's going to put that motor together. And that collaboration pushes us from day one to design products that are not only high performance, but are really easy to assemble. So, all of this expertise that we have in the powertrain team, in hardware, in software, in manufacturing, it's going to have a major impact on our next platform. In our next powertrain, so those silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive, we figured out a way to use 75% less without Говорят, что compromising новый the Power quality Unit or будет еще efficiency более of the car. масштабируемый. Ну, And of интересно. course, we know that battery cell supply is one of the constraints on the scalability of EVs right now. Our new powertrain С is меньше compatible with any комплектующих, battery больше chemistry. батареи, лучшая That will give us работа, great более дешевая, flexibility in battery sourcing. более эффективное, 50% сокращения, We want to условно make говоря, EVs more accessible to people. They have to be cheaper. непродуктивного производства. We've reduced the drive unit cost to about $1,000, and we don't think any other automaker is even Еще и close to драйвинг that кост number. сократят на $1000. Finally, the bigger a factory is, the longer it takes to build. If we can build the same number of cars from a smaller factory, we are going to be able to scale EV production faster. Our next powertrain factory is 50% smaller than the one that's behind me today, even though it has the same capacity. Говорят, 50% дешевле All с of these тем же improvements, возможностями I think, именно are going to be transformative to the capacity, adoption of EVs and our ability to объем scale. One запаса more thing that I want to highlight. хода, наверное. So I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our powertrains. And as the world transitions to clean energy, the demand for rare earth is really increasing dramatically. And not only is it Им going to be нужны a little hard to keep редкоземельные that материалы, demand, ну, вот, but mining редко that rare earth, доступные it земельные has материалы. environmental and health risks. So we want to do even better than this. We have designed our next drive unit, which uses a permanent magnet motor, to not use any rare earth materials at all. А новый автомобиль, который они задизайнили, он How вообще does all не this fit in the требует master такие plan? материалы. We can make lower cost products that are still efficient and compelling, and we can make them at scale. Ничего себе. We're going to use Это уже lattice какая-то systems to магия, integrate ребят. commodities, Они не silicon хотят, carbide, rare earths. они We're going to build задизайнили them all in автомобиль, который не compact and использует high-output редкоземельные factories that are материалы easy for вообще. us to build quickly. Интересно. We're going to make that easy to scale powertrain Насколько all это the way вообще up to the реально? levels that Drew and Elon mentioned at the beginning. And this achievement, like all of the achievements that I mentioned today, it's only possible because of the incredible people on our powertrain teams. They are absolutely committed. Ну да, to the звучит cause как of какая-то sustainable фантастика, energy, но если and они that is реально what это we сделали, do то what понятно, no other как company сделать can do. следующий $1 триллион. Но звучит как фантастика, честно говоря. So next, I'd like to welcome my colleagues Pete Bannon and David Lau. Thanks, Colin. Good afternoon, everybody, and welcome to Texas. Pictured here is the low voltage system of a Model S from 2012. This car was primarily designed with vendor source controllers integrated by Tesla. There are over 300 low voltage devices that encompass everything from the mundane, like the light in the glove box, to the complicated, like the infotainment computer, to the safety critical, like the airbags, steer-by-wire, and brake-by-wire. The low voltage harness is built from individual wires, cut to length, crimped, and inserted into connectors, a manual process that is tedious, Но я думаю, что это не касалось батареи, это именно касалось сборки и мануфактуры самого автомобиля. Но я не думаю, что завтра Тесла по 300, возможно, завтра как раз ее будут продавать на новостях. When we're trying to bring up this entire system, Посмотрим. when we see that it's not working properly, Но, конечно, то, что они говорят, это звучит нереально. any of the endpoints in this entanglement of wires, and so we have to go and debug everything all at once. And Pete's going to tell us about how we're going to make it better. So I'm going to talk briefly about a few things that we've changed over the years since the Model S. With the Model 3, Tesla started designing an increasing share of our controllers by merging controllers together. And we were able to simplify the design with a significant reduction in wire count and weight. Going from S to 3, we reduced the wire harness by 17 kilograms compared to Model S. And this is a pretty big deal. And just to put that into context, our VP of Engineering, Lars,
will deliver a bottle of your favorite spirit to your desk if you manage to save a kilogram of weight from the car. So this improvement cost him quite a lot. Did we skip one? Yeah. The original Model 3 controllers were enhanced and then built into Model Y. Those improved controllers were then moved back into Model 3 when we introduced the heat pump. At that point, we had shared controllers across both cars, which helped simplify our supply chain. Those Model 3 and Y controller designs were then updated and enhanced for the new versions of Model S and X that we introduced in 2021. For Cybertruck, we are now designing 85% of the controllers in the car. For the next gen platform, we're going to finish the job and be designing 100% of the controllers to give us full control of the design and the supply chain at the component level. Having full control of the supply chain at the component level has been critical to Tesla over the last few years as the supply constraints have hampered our ability to build cars. With that control comes control over all the software, which enables Да, я не us to представляю, develop конечно. features and Нет ни одной functionality такой that we компании, never которая even делает то же, dreamed что of и at the Tesla, time и we Tesла designed the hardware. настолько далеко So that's why you впереди, see это просто software жесть. in your car is getting better and better over time in ways that we didn't even think of when we designed the hardware in the first place. Yeah, Sentry mode is one of my favorite last-minute changes. Мне очень интересно, как по открытию рынок With the оценит эту бумагу. Пока она introduction of падает Model на 3 in 196 уже. 2017, we deleted Вот я открыл, relays and но fuses в from the car in реальности favor of непонятно, как она e-fuses. завтра будет. E-fuses replace moving То, parts что of не solid-state презентуют, это какая-то transistors. магия. They provide fine-grained control of the power system to software and allow software to do advanced things like load shedding in the car under adverse conditions. E-fuses also allow for software-controlled retries for transient faults, and they allow for detailed monitoring of the power system over time. Yeah, the theme you hear a lot about today is software-controlled hardware. Ну, And хэтчбеки when I think постепенно about that, уходят in my opinion, в пользу software-controlled hardware is SUV-шек. fundamentally about being able to Кары, да, sidestep вот what otherwise считается, would что have been последняя static модель их, trade-offs Model 2, вот between эта one вот attribute or платформа another вторая, in a piece of hardware. будет как We are раз а-ля able with конкурентом software этим to смарт-карам, instill микро. intelligence, context awareness, and context-specific behavior into what otherwise would have been a piece of hardware that had to get optimized for one type of scenario. We get more of everything. Ну, в In целом, 2022, с we такой completed the логикой, да. transition from lead-acid batteries to lithium-ion batteries, and which use a new toolless connector. We expect lithium-ion batteries to last for the life of the car, so don't expect Прикольно. anyone to Батареи wake up будут to a dead работать, ну и battery сейчас ever работают again. по This will сроку eliminate всей the жизни major source автомобиля. То of есть, failures for не our знаю, car. сколько там, And the четверть toolless миллиона connector километров, либо как-то, makes it easier либо to service 10 the лет. car, and it also includes a software feature to allow validation that the connector has been properly installed at the end of a service event, which removes another source of failures in our cars. Obviously, the mass and volume savings are also significant, which is super helpful. At Tesla, we're always trying to improve every single component in the car, and a nice example of that is the 15-inch display that was originally shipped in the 2017 Model 3. Over time, the cost of the display has gone down 24%. We've been able to reduce the weight by 12%, and we've reduced the power by 33%. At the same time, we've increased the brightness of the display by 50% and improved the color accuracy. So this is one of our favorite things at Tesla, is to make a component cheaper and better. At Tesla, the drive to improve efficiency in the car is never ending. I think of it as like peeling a carrot. You just take a swipe at it, a little bit falls off, doesn't really make much of a difference. But if you just keep at it, over time, it accumulates into a pretty significant improvement. One of the changes that we're looking to make right now is to change something that's been steady for the last 60 years, 12 volts. 12 volts has been, as I said, for 60 years. The demand for power in the car has been steadily increasing to the point where we now have to have pretty large wires to drive over 200 amps of current around the car, which increases the mass and cost. With Cybertruck and all future Tesla platforms, we will be moving to 48 volts. This reduces the current needed by a factor of 4. And since power loss in the harness is resistance times the square of the current, a 4x reduction in current leads to a 16x reduction in lost power while distributing energy in the car. Они будут использовать фактически электроэнергию гораздо более эффективнее, чем даже сейчас. Smaller, or in many cases, remove it completely, all benefiting the car in terms of mass and weight. 48 volts is the future for low voltage design at Tesla and likely the rest of the industry in due course.
We welcome and encourage other OEMs and the entire supplier network to join us on this evolution. You bet. The number of wires in the car is driven by the number of endpoints that need to be powered and controlled. In the past, centralized control has led for wires spanning the entire car. For Cybertruck design, we have moved to a local controller where the wire is connected to the nearest controller, and those controllers are connected over Ethernet. Wires are routed to the nearest controller where the data is converted into a network packet for transmission to the correct location in the car. To be effective, the network must be reliable, have low latency, and low jitter, and these are all attributes that we've been able to achieve with the current design. The design has eliminated most of the cross-car wires in Cybertruck, and with the next-gen platform, we're going to finish the job and eliminate all of them. This consolidated vehicle network allows us also to make a whole lot more dynamic changes on the fly to how components in the vehicle talk to each other, rather than the traditional approach of separate CAN buses that are spread throughout the vehicle Да. and fixed in hardware. And one of the nice things is that you can see the entire vehicle through a single connection, which wasn't possible in the past for debug. Вообще непонятно. For the next gen platform, То, что не показывают, это какая-то дичь. And across all of the organizations, not just for a given subsystem. Simplifying the wire harness will enable automation. 48 volts will allow us to reduce the size, mass, and cost of the low voltage system. And it's one of the key things to enabling us to scale production of the low voltage systems for the Master Plan 3. David? Cool. So I joined Tesla in 2012, and even in those very early days of the Model S, we already had the ability to update software over the air in all of the controllers throughout the entire vehicle, at a time when other cars were just starting to update software in only their infotainment units. And furthermore, we've had sophisticated, anonymized data logging and telemetry capabilities that allow us to understand how the fleet is doing, what customers are doing with it, and how it's responding in the field to that usage. These two capabilities Tesla, кстати, прикольно сделал такие over-the-air апдейты. Это, грубо говоря, они в онлайне подгружают все, что нужно сделать в софте. And to maximize the amount that we learn and proceed and the progress that we make in every one of those iterations. We've used these capabilities to inform countless design decisions in both software and hardware. Yeah, one example is that we were able to monitor and track the use of the sunroof in our cars and found that our customers never use their sunroof. So we made this easy decision to remove it. Very barely, yeah. I haven't had sunroofs for a while. As another example, we are able to use our collision data to design our crash safety systems for what happens in the real world, far beyond what regulatory and consumer ratings tests prescribe. And then furthermore, we're able to use that data to recreate in simulation all of those crashes every single time we make a change to the vehicle's design or to the software that controls the airbags and other restraint systems. Это реально прикольно, то, что они используют такую сетевую историю. Они очень быстро все апдейтят и очень быстро обучают свои автомобили на любых недочетах, которые происходят с любым автомобилем в любой части мира. Очень прикольно. Those are what we design for and what we test to. Right. And last year, this data was used to change the algorithm for seatbelt tensioning to reduce injuries in the field, which was OTA to all of our cars. Here are a few statistics that demonstrate how staggeringly quickly we gain new insights from the anonymized data that we've received from the fleet every day. Every day, 123 million miles driven, 1.9 million charge sessions, and those rates are only increasing as we deliver more and more cars into the world. Чем больше автомобилей, тем больше они изучают, собирают истории для обучения своего FSD. And you'll hear lots of other examples throughout the rest of the day about how we're using data to inform decisions in the product and in manufacturing. Кстати, да, как вариант. So you've heard a lot from Pete, Colin, and others about how important vertical integration is for us in hardware, but it's especially important for us in software. And this is extremely difficult from the way the rest of the traditional automotive supply chain is set up.
In most situations, all the controllers in the car are delivered by different Tier 1 suppliers, whose software is written by Tier 2 suppliers, who farm some of that software out to different Tier 3 suppliers, and so on and so on. Making a change that spans multiple components takes months of coordination before any work can even start. And furthermore, integration of software in the server side with what's happening in our vehicles has always been a core part of our DNA and enables us to do things that nobody else can. Most engineers think about the vehicle as a complete, consolidated, fully contained system. But in the software team, we think about the system as including the vehicle as well as all of our back-end server-side applications and infrastructure and the resultant feedback loop from the entire fleet that informs all the decisions we make as an engineering team. Но они прям реально очень интересно это делают с это For сетевым example, эффектом. we recently Когда они released a используют feature in любой Model S and автомобиль, X любую that милю, любой automatically, город в мире, predictively для того, чтобы adjusts and обучить raises the свой же suspension for автомобиль. ride comfort Ну, это before the прям car мега hits a круто. section of rough road. При том, что даже их We do конкуренты that в by США leveraging еще the пока не fleet to додумались, как generate это a map делать. of road В roughness Китае everywhere вроде our как cars drive. начали, но в целом Sounds pretty simple, but не, requires даже coordination of немцы software во across a многом number of different далеко-далеко components позади. inside and outside of the car. The restraint control module, whose inertial measurement unit senses road roughness. The Ну, autopilot Кибертрак, он, computer, конечно, whose для мемов, GPS но получился module and довольно прикольный localizer по figure дизайну. out where the car На is него on the огромный road. спрос на Our несколько лет navigation уже. server, which aggregates the anonymized telemetry from the fleet and annotates our map with things like updated speed limits, lane topology, and now road roughness. The onboard navigation engine, which looks ahead of the route that the car is traveling on and determines whether things are about to get rough. And finally, the air suspension controller, which takes all of those factors into account and decides continuously whether it is appropriate to adjust the suspension for ride comfort. And before we released this feature to the world, we sent prototype versions of it to the entire fleet that ran passively in the background, sending us anonymous data about every time it would have engaged, which taught us exactly how it was going to behave in the wild, in every environment, in every circumstance. Yeah, being able to test new algorithms in the background without impacting the car is really critical ability for us, especially for safety critical things like automatic emergency braking. And we've used it to iterate on early versions of our stability control algorithms, which were introduced to the entire Model 3 fleet in 2017 with extremely high confidence, even on a very foundational and safety critical function. Okay, so far you've heard me talk a lot about how we leverage our software systems to iterate quickly on the customer-facing product. But what I haven't talked about, and what we haven't said much about publicly in general, is how we leverage these capabilities in our own internal operations. So for example, in the early days of manufacturing Model S, we very quickly realized that there are a lot of different ways you could misassemble a car. You could forget to plug in a wire, you could not fully set a connector, you could pull a part from the wrong bin. So when we designed our manufacturing processes for Model 3 and all of our other vehicles going forward, we took a page from the software playbook, which says, test early and test often. And we applied that mantra to every single car that we build at every step of Прикольно. the Они, assembly получается, line. сделали автотесты, которые Now, when работают a по ходу production associate сборки. plugs something into the car, Прикольно. the central car computer sees that connection, confirms that it's the correct part for the type of car that's supposed to be То есть built, они по мере сборки автомобиля с автом тестируют checks правильность configurations and сборки. calibrations, Очень runs a круто. barrage of tests on that thing and all the А other это things that are прям connected to it. And if it мануальщики finds an где-то anomaly пустили that can't be слезу. fixed purely with software, it throws an alert immediately that is displayed prominently Нужен on the vehicle's DevOps. display, as well as sent to back-end command and control systems, so that a human Я can думаю, come что это over будет and fix the последняя рубрика problem на сегодня, before the rest of the car когда gets они сейчас built on закончат, top потому of что it. времени уже спать пора, и And we're я taking уже a similar думал, будет approach in быстрее, а это service только through a вторая combination фактически. of onboard vehicle diagnostics, natural language processing applied to customer narratives when a А customer is завтра уже scheduled я a service досмотрю appointment, и, and a suite of если что, internally запишу. developed tools. We are successfully diagnosing, scheduling, and ordering parts for over 33% of customer concerns in service. Yep, and we also use testers built around our own controllers to test sub-assemblies before they get to the car, which will be even more important as we go to Lars's unboxed assembly strategy. 100%. We'll know with extremely high confidence that before those boxes get put together,
that they themselves are assembled correctly. Okay, you've heard at lots of other events about all the awesome things that our autopilot and AI teams are doing to make the car drive itself, bringing us into the future of autonomy. But we've also been thinking for years about all of the other pieces that we are going to need to manage a network of autonomous vehicles. A lot of this has been happening behind the scenes in the form of platform-level functionality that we'll leverage later. But you've seen some of it surface already in terms of features that our customers and our internal operations teams can benefit from. Like in 2021, we built on top of our mobile app Phone Key and gave our customers the ability to share their car with anyone by sending them an invitation in a text message or an email. Last year, we introduced profile synchronization, which synchronizes your seat, steering, and mirror positions, as well as your settings, media favorites, and stored navigation locations across all vehicles in your account. Internally, we have an app that Да, allows и our я думаю, что personnel сейчас in досмотрим, я же говорю, вот engineering, эту вот часть, чтобы manufacturing, закрыть delivery, и and уже logistics двинем to view, locate, and drive all спать, Tesla-owned потому что это vehicles прям... at their site. And when customers bring their car into service, when they receive a Tesla-owned service loaner vehicle, we are starting at some locations to automatically add that vehicle to the customer's mobile app account, so that combined with cloud synchronized profiles and Phone Key, it's a completely seamless experience. As soon as the customer walks up to that loaner, it behaves and feels exactly like their own car. And all Прикольно. this is built on top Тесла of end-to-end запоминает, encryption. ты, cryptographically signed получается, commands. ввел свой So that профайл, там, customer условно, как data тебе remains сиденье private будет, and что-то, какая obscure, любимая and the fleet радиостанция, only и trusts вне commands зависимости, в from какой ты authorized Тесле parties. находишься, ты, So that's a bit of a она тебя preview of all the идентифицирует и pieces that делает we're все так, как building, тебе looking удобно, ahead потому что to она our future запоминает of твой autonomous профиль. fleets. Очень прикольно. Synchronization, permissions management, security, and privacy. Потом, наверное, пересесть на другой автомобиль будет крайне-крайне And сложно. that has been a whirlwind tour through some of the things that we're doing behind the scenes to enable the efficiency, cost reduction, and speed that we are going to need for our next phase of growth and for the next phase of the master plan. And so now, to tell us about the latest in full self-driving, I'd like to introduce Ashok. О, все, ребят, все. Давайте на этом закончим. Мега интересно, я пометку себе сделал, все, давайте спать. 1,5 часа мы уже общаемся. Завтра продолжим. Паузу поставил. Тайм-коды на текущий момент заберу, но все, я уже тоже устаю. Все, всем спокойно, всех люблю. Увидимся в следующем видосе. И вообще спокойной ночи вам всем. Пока-пока.